Вот такая коробочка наконец-то попала в наши руки. В себе она скрывает новую 25-ю серию коллекционных фигурок Лего, коих тут ни много ни мало, а целых 12 штук. Именно об этой серии и о том, чем она так интересна, мы и поговорим. Сразу открываем первую коробку и находим в ней фигурку парня в костюме динозавра. Фигурка имеет принты со всех сторон и на всех конечностях, даже на хвосте. Хвост, кстати, выполнен из резины. У фигурки двустороннее лицо и, как всегда, выбор только за вами. Помимо фигурки, в каждой коробке можно обнаружить вот такой вкладыш с изображением всей коллекции фигурок и примеров сборки некоторых из них. Во второй коробке попалась киберспортсменка. Среди аксессуаров она имеет RGB клавиатуру и мышь, а также золотой кубок за свои достижения. У этой фигурки также двойное лицо. В следующей коробке попался детектив. В этой белой коробочке лежал маленький кусок ткани, который выполняет роль воротника его плаща. Выполненный в серых цветах, отражая стиль фильмов в жанре нуар, он имеет среди аксессуаров лупу и красную рыбу. Эта красная рыба является отсылкой к английской идиоме Red Herring, что означает ложный след или что-то, что отвлекает внимание. Кстати, если вы были не в курсе, все увеличительные стекла, выпускаемые Lego, действительно работают. В следующей коробке встречаем мальчишку в костюме паровоза. Смотрится здорово, но очень мешает дым прямо перед лицом фигурки. Цифра 25 в передней части паровоза отсылает к номеру данной серии фигурок. Фигурка парня даже без этого паровоза выглядит очень хорошо, минималистично, но приятно. А еще я думаю, вы заметили, что у него есть явные проблемы с глазом. Колеса паровоза, кстати, крутятся. Следующей фигуркой оказалась девушка-грумер с отлично длинношерстной собакой. Как и подобает грумеру, среди аксессуаров она имеет ножницы. Также отмечу интересный элемент ее волос. С левой стороны фигурка имеет слуховой аппарат, который аккуратно расположился на прическе. Плюс ко всему, фигурка имеет двойное лицо. Из следующей коробки наружу рвется Лорд Базиль, покровитель летучих мышей. Его накидка аккуратно запечатана в малую белую коробку, а сама фигурка является современной версией фигурки Лорда конца 90-х годов. Фигурка потрясная, начиная со шлема и заканчивая принтами по всему телу. Лорд имеет двустороннее лицо, и каждая мне нравится по-своему. Следующей фигуркой в наших руках оказалась вот такая грибная фея. Милая девчушка с крутой шляпкой гриба на голове и бабочка на руке, она попадает в число моих любимых фигурок серии. Помимо двустороннего лица, фигурка может похвастать таким элементом, как юбка, которая не так часто встречается в наборах. Из следующей коробочки мы собрали спортсмена-паралимпийца. Первое, что бросается в глаза, это, конечно же, его протезы ног для бега. Судя по золотой медали и пьедесталу, он в этом соревновании победил, а глядя на его второе лицо, далось ему это нелегко. Номер на его майке – это год выпуска данной серии фигурок, но думаю, вы и так догадались. Открыв очередную желтую коробочку, нам попалась фигурка женщины-варвара. Крутые принты по всему телу придают ей действительно классный внешний вид, а ее меч и лицо с боевым оскалом делают фигурку еще более интересной. На очереди пастух с козой. Это тот случай, когда хочется рассказать больше о козе, нежели о фигурке. Дело в том, что такое животное, как коза, встречалось в наборах Lego всего один раз, в далеком 2011 году. Поэтому вы можете представить, насколько радостно и неожиданно фанатам Lego было узнать, что она возвращается спустя 13 лет, да еще в весьма доступном наборе. Сам же пастух выглядит отлично, я думаю, вы согласитесь. Особенно мне нравится его второе лицо с закрытыми глазами. В последних двух коробках нам попалась гарпия и фитнес-тренер. Тренер имеет на своей руке татуировку в виде цветов и, как положено тренеру, отличную физическую форму. Среди аксессуаров тут встречается гиря и напиток, ну и про двойное лицо тут тоже не забыли. Гарпия получилась по-настоящему здорово и зловещая. Большие крылья, необычной формы ноги, огромные когти и пронзительный взгляд. Еще отмечу детали ее волос в виде короткой косы, она подходит сюда как нельзя кстати.
Теперь пару слов о том, как можно найти необходимые фигурки, если возможности прощупать пакет, как раньше, больше нет. В данной серии на нижней части коробки можно найти QR-коды. Нам необходим тот, который побольше. С маленькими этот способ не работает. При помощи камеры телефона сканируем код, и на экране должен появиться номер. Первые 7 цифр укажут на фигурку, которая находится внутри. Все коды фигурок можно найти в описании к этому видео. Подводя итог, хочу сказать, что серия получилась весьма приятной. Интересные фигурки с классными принтами и аксессуарами дополнят и расширят вашу коллекцию. Одна только коза чего стоит. Также думаю, что компания LEGO заслуживает уважения за фигурки с физическими недостатками. Такое внимание похвально. Ну а если тебе понравилось видео, то скорее ставь лайк и подписывайся на канал, чтобы следить за новинками LEGO вместе с нами. На этом все, всем пока!